Бибимбап можно назвать самым известным корейским блюдом, которое по этому параметру уступает лишь кимчи. И сегодня мы с вами приготовим достаточно интересный вариант этого блюда, абсолютно из доступных ингредиентов. Нам не понадобятся какие-то специальные пасты, либо соусы. И, кстати говоря, сможет его есть абсолютно каждый, даже дети. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, друзья, все ингредиенты уже на столе, давайте пройдемся по каждому из них. И первое, это и самое основное, это у нас консервированный тунец. Он обычно идет в связке всегда с майонезом, здесь я его тоже подготовил. Это идеальное сочетание, очень вкусно. Далее у нас отваренные уже заранее грибы шиитаке. Их можно, знаете, порезать и пожарить в небольшом количестве масла. Но я решил в этот раз отварить. Далее у нас красная капуста. И можно взять обычную, на самом деле, белокочанную, но я решил взять красную, чтобы добавить больше цвета. Вы наверняка знаете, я уже много раз говорил, что философия корейской кухни предполагает, что чем больше красок в блюде, тем больше пользы для здоровья. Также одно у нас куриное яйцо, которое мы пожарим в конце. Из овощей у нас непосредственно морковь, кабачок и листья салата. Можно взять любые листья салата, можно взять вообще кунжутные листья, с ними вообще будет бомба. Но я решил взять обычные листья салата, мы их просто нарежем, потом добавим к готовому блюду. Ну и, конечно же, рис заранее отваренный, мы его просто добавим, смешаем вместе с кунжутным маслом, которое есть. Но я предлагаю приступать к готовке. Сейчас мы приготовим невероятно вкусный бибимбап достаточно быстро. Первым делом мы нарежем наши овощи. Начнем с морковки. Здесь нужно нарезать все достаточно крупной соломкой. Можете использовать, конечно, терку, знаете, вот именно которая используется для морковки по-корейски. Но я предпочитаю именно в таких блюдах, как бибимбап, кимбап, в каком-нибудь куксу, всегда нарезать именно крупной, толстой соломкой, потому что, на мой взгляд, так вкуснее. Поэтому делайте на свой вкус, но я рекомендую потолще. Вот примерно вот такую вот соломку. На терке вы такого не добьетесь. Мы сейчас готовим на 2 порции. Все подробные граммовки вы можете найти в описании под этим роликом. Все, морковь у нас нарезана, теперь переходим к кабачку. Вообще, на самом деле, нужно все ингредиенты, которые вы нарезаете, нарезать именно соломкой. Обратите внимание, как нарезана в том числе и капуста. Просто нашинкована соломкой. Я думаю, учить вас шинковать капусту не нужно, да, ребят? Напишите об этом в комментариях. Если нужно, может быть, запишу видео о том, как нарезать те или иные ингредиенты. Так, кабачок мы тоже нарезаем сначала на пластины, а далее поперек на соломку. Все эти овощи мы будем обжаривать в небольшом количестве масла. Знаете, можно, кстати говоря, их и в том числе бланшировать. Тоже можно так, если вдруг вы следите за своей фигурой там, и боитесь лишних калорий, то можете смело бланшировать, либо потушить. Наша задача именно раскрыть вкус и сделать эти овощи мягкими, чтобы они не хрустели у вас на зубах, а именно легко жевались. Кабачок тоже готов, капуста у нас тоже готова. Сейчас нам надо эти овощи обжарить, но я сразу подготовлю и салат. Салат мы будем добавлять тоже нарезанный. Его достаточно нашинковать таким вот образом. Просто нарезайте поперек, толщиной примерно полсантиметра. Все, обратите внимание. Видите, какая красота. Все, убираем обратно это вот сюда в тарелочку. Во время сервировки мы все эти ингредиенты будем накладывать сверху рис, это будет выглядеть очень красиво. Следующим шагом мы подготовим наш главный ингредиент, а именно тунец. Просто выкладываем в миску, и теперь нам надо это дело все смешать с майонезом. Здесь примерно 1,5 столовые ложки майонеза. Все, этого достаточно. Напоминаю, что все граммовки указаны в описании под этим роликом. Перемешиваем до однородной массы. Очень важно не переборщить с майонезом. Если вы переборщите, то у вас будет достаточно водянистый тунец, а этого стоит избегать. Также я рекомендую, перед тем, как тунец смешивать, вам нужно все-таки немножко его отжать от вот этого бульончика, в котором он продается именно в консервах. Вот обратите внимание, какая должна быть консистенция. Вообще, на самом деле, если сюда просто сейчас бахнуть риса и, допустим, жареного яйца, вообще бомба, ребят. Это просто вкусно. Вот так любят есть корейские студенты. Вот. Но мы все-таки делаем такое, знаете, у нас красивое и очень яркое блюдо. Так, это у нас готово. Ну что, нам осталось только обжарить наши овощи и собрать бибимбап. Давайте, собственно, и приступим к этому. Добавляем примерно половину либо 1 столовую ложку масла. И первым делом обжарим морковь. Так, бросаем морковь. Я вам напоминаю, что нужно ее будет обязательно подсолить. Я всегда говорю, когда вы готовите овощи, всегда добавьте немножко соли. Буквально щепотки этого хватит. Старайтесь готовить морковь на не сильном огне, потому что она может легко подгореть. А нам важно, чтобы она сохранила цвет. Поэтому постоянно помешивайте. Щепотка соли. И хорошо перемешиваем. Я уже вижу, как она размягчается, становится красивой, блестящей. Нам, собственно, и нужно добиться такого результата. На умеренном огне буквально нам нужно 2 минутки, и все. И морковь готова. Как только видите, что она размягчилась, все, можете выключать огонь.
Снимаем ее, и я обычно всегда перекладываю на отдельную тарелку, чтобы все ингредиенты были под рукой потом. Все, морковь у нас готова. Следующим шагом мы обжарим кабачок. Также добавляем буквально пол столовой ложки масла и уже сразу закидываем кабачок. Не забываем регулярно помешивать. Ну и как говорил я ранее, обязательно немножко соли. Как-то раз мне писали, а зачем соль? Можно ли соевый соус добавить? Ведь это по-настоящему корейский ингредиент. Друзья, можно. Но, опять же, соевый соус очень сильно повлияет на цвет. А нам нужен цвет хороший, яркий, чтобы они, именно эти ингредиенты, сохранили свой оригинальный красивый цвет. Кабачок жарится быстрее. Мне буквально хватило минуты. Все, выкладываем также на нашу тарелочку. Очень важно в конце, именно в конце, я имею в виду после того, как вы обжарили морковь, кабачок, обжаривать красную капусту. Она достаточно, яркая по цвету. То есть, если вы сначала обжарите капусту, а уже потом будете жарить, допустим, кабачок, у вас кабачок будет просто розовый, точнее, красновато-синий. Я не знаю, как правильно сказать. Яркая очень история, имейте в виду. Поэтому готовим всегда в последнюю очередь. Либо, если вы все-таки сначала, просто по ошибке пожарили непосредственно капусту, то тогда надо будет либо взять другую сковородку, либо помыть эту сковороду, насухо вытереть, а уже потом снова жарить. Итак, масло разогрето, выкладываем капусту. Капусту, возможно, придется пожарить подольше. Но имейте в виду, что красную капусту тоже очень легко спалить. Поэтому, чтобы она не подгорела, именно не поменяла цвет, регулярно помешивайте и всегда следите. Ну и, конечно же, тоже обязательно подсаливаем. Ну все, капуста готова. Также перекладываем ее сюда. Итак, друзья, наша тарелка с ингредиентами готова. Осталось только пожарить яйцо и собрать бибимпап. Собственно, давайте этим и займемся. Так как бибимпап, можно сказать, такое, знаете, знаковое блюдо корейской кухни, и его очень часто готовят на праздники, я специально взял вот такую вот золотую миску. Обычно в такую миску кладут куксу на какие-то торжества, типа свадеб, юбилеев, дни рождения и так далее. Но бибимпап тоже очень часто подают именно в таких вот золотых мисках. Итак, первым делом мы накладываем рис побольше, чтобы он полностью закрывал дно, и, собственно, разровнять вот таким вот образом, чтобы была именно ровная поверхность, потому что мы сейчас будем аккуратно выкладывать все остальные ингредиенты. Все, вот так, таким вот образом я утрамбовал. Привычки хочется сразу облизнуть. Ну а теперь нам нужно выложить по кругу все вот эти ингредиенты, которые мы подготовили. Проще всего сделать это в перчатках. Можно взять пинцет, можно взять щипцы, можно взять палочки, но поверьте, быстрее и проще будет это делать руками. Так, начнем с морковки. Кладем ее аккуратненько, чтобы все это выглядело достаточно красиво. Напоминаю, что эстетика в таких блюдах, как бибимпап, очень важна. Далее давайте выложим кабачок. Также аккуратно вот так вот выкладываем. Давайте положим грибочки. Я напоминаю, у нас шиитаки. Грибы можете, кстати, брать любые. Можете взять шампиньоны, можете взять эноки, можете взять королевскую вешенку. Единственное, что их все нужно предварительно либо сварить, либо обжарить. Я всегда предпочитаю именно обжаривать. Далее, красная капуста. Не знаю, как вы, но я именно красную капусту обожаю. В том плане, что я ее всегда стараюсь в такие блюда, как бибимпап и кимпап, класть побольше. Далее, кладем аккуратненько лист салата. Точнее, не лист, а именно нарезанные листья салата. Все вот так вот красиво мы оформили. Все, листья салата мы уложили. Ну и теперь самый главный ингредиент — это наш тунец. Кладем его прямо вот так вот в центр. Прямо не жалейте. Поверьте, это самая вкусная часть именно в этом бибимпап. Все, смотрите, выглядит это вот так. Но сверху не хватает еще жареного яйца. Сейчас мы его аккуратненько пожарим, выложим сверху, и можно будет уже приступать к трапезе. Друзья, яйцо нужно стараться жарить максимально красиво. Иногда в корейских ресторанах бибимпап подают просто сырым желтком. Отделяют его от белка и подают непосредственно с сырым желтком. Но это делается тогда, когда подают именно тольсот бибимпап. Тольсот бибимпап — это когда вам именно приносят либо в тукпеги, либо в таком, знаете, каменном горшочке. В чем его фишка? В том, что бибимпап вам подают именно в максимально горячем виде. Сначала добавляют на дно тольсот немного кунжутного масла, сверху рис и уже остальные ингредиенты. Все это ставится на плиту, поджаривается до хрустящей корочки снизу. Как только вы услышали, что там начало шкварчать, значит, корочка взялась. И после этого уже кладут сверху сырой желток, подают на стол, вы это все дело перемешиваете, рис у вас горячий, снизу все уже такая корочка, и тогда так можно. Но если мы говорим про бибимпап, который вот мы сегодня готовим, важно именно хорошо пожарить яйцо. Есть такой лайфхак, как сделать это красиво. Когда вы начинаете жарить яйцо, просто разбиваете и сначала жарите именно белок. То есть отделяете желток, жарите... Не получилось, переснимаем. Вот. Отделяете сначала белок,
А уже потом сверху выкладывайте, да блин. Все, белок пошел. И теперь сверху желток. Вообще, если хотите приготовить идеальную, знаете, такую яичницу, которую потом вы хотите выложить куда-нибудь в соцсети и похвастаться, какой у вас невероятно красивый завтрак, то, конечно, индукция для этого не самый лучший вариант, это раз. А во-вторых, всегда нужно готовить ее на медленном огне. Можете не заморачиваться так вот отделением белка от желтка. Но, тем не менее, если хотите идеальную прям яичницу, готовьте на очень медленном огне. И тогда у нас будет вообще прям прекрасная. Не самая красивая яичница в моей жизни. Те, кто смотрели мои предыдущие ролики, видели, что там получалось иногда получше. Но, тем не менее, вот эти обжаренные края, ничего в этом страшного нет. Наоборот, в Корее очень любят, когда что-нибудь дохрустит. Выкладываем аккуратно вот так вот в центр. Смотрите, уже видите, как красиво выглядит. Лично мне очень нравится. Ну и последний шаг, не менее важный. О нем не стоит забывать, нам нужно добавить немножко кунжутного масла. Буквально нужно где-то пол чайной ложки вот так вот по кругу на ингредиенты добавлять. Можете, кстати, добавить сразу к рису, когда закладываете рис. Можно вот так. Это не имеет большого значения. Все, ну и, конечно же, самый главный ингредиент корейской кухни — это кунжутные семечки. Мы им все посыпаем, и это, поверьте, вкусно. Вот так вот сверху можете прямо на желток, можете вот так по кругу чутка. И все, бибимпап готов. Друзья, посмотрите, какая красота. Просто невероятный, вкуснейший бибимпап. Заметьте, я не добавлял сюда кочудян, я не добавлял сюда соевый соус. Поверьте, вот сейчас мы это все дело перемешаем, это будет очень вкусно. Но я также вам напоминаю, что если вы не хотите заморачиваться с готовкой, то просто приходите в ресторан Hot Pot, там вам приготовят вот такой вот бибимпап, и вы сможете по-настоящему насладиться истинной корейской кухней. Ну что, приступим к дегустации. Запомните, друзья, бибимпап нужно перемешивать, особенно вот этот. Я знаю, что есть люди, которые любят поесть сначала отдельно, поклевать некоторые ингредиенты, а уже потом перемешать. Так тоже можно, но просто есть отдельно, там, допустим, капусту и заедать рисом. В этом нет смысла, друзья. Бибимпап, запомните, это перемешанный рис, и это очень важный этап. Поэтому сейчас я возьму и всю эту, как вы пишете иногда мне в комментариях, красоту поломаю. Прям вот таким вот образом сначала дроблю яйцо. И все аккуратно перемешиваю. Обратите внимание, что из-за того, что я положил внутрь именно много вот этой вот заправки из тунца и майонеза, можно считать, что это и есть наш непосредственно соус. Как я уже говорил ранее, если просто даже вот эту вот смесь тунца и майонеза смешать с рисом, будет уже вкусно. Ну все, друзья, смотрите, какая получилась каша-малаша. Да, уже не так красиво, но зато очень вкусно. Просто нужно взять вот так вот мощно ложку и есть. Потрясающе. Друзья, я вам гарантирую, это будет любимое блюдо ваших детей. Обязательно приготовьте им, они будут в восторге. Надо бы почаще его готовить себе. Я теперь понимаю, почему часто это показывают в дорамах. Есть, знаете, простая версия такого бибимпап. Жарите яйцо, смешивайте тунец с майонезом, рис, чуть-чуть кунжутного масла и все. Ну можете еще свежий огурец нарубить. Будет примерно то же самое. Но вот это просто взрыв, друзья. Одни эмоции. Рекомендую. В общем, как-то так, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Рецепт максимально простой. Я напоминаю, что вы можете это попробовать все в ресторане Hot Pot. Также обязательно попробуйте приготовить это дома сами. На это у вас уйдет максимум минут, наверное, 20. Но эмоции вы получите, наверное, по максимуму. Поэтому обязательно готовьте, пробуйте. Ну а мы с вами увидимся в следующих роликах. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И увидимся с вами. Всем пока!